Здравствуйте, меня зовут Юлия, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня и несколько дней еще от сегодняшнего дня у меня будут такие партизанские условия, когда мне придется не в домашних условиях, да, совсем делать расклады, но я думаю, что мы справимся с вами. Колоду я взяла с собой немного, вот справимся, конечно, смотрите, десяточка кубков, но говорят, что все будет хорошо. Итак, посмотрим. Я прежде благодарю за лайки и комментарии, которые вы оставляете под моим видео. Благодарю за то, что оставляете финансовую поддержку для развития этого канала. Я верю, что работа моя ценна, нужна. Спасибо, дорогие, что вы есть, что вы развиваетесь. Вместе мы достигнем большего. Итак, поехали. Его мысли, чувства о вас сегодня. Будем смотреть. Посмотрим сигнификацию человека на данный момент. Вот такой фончик у меня. Ну что ж. Да, смотрите, человек сейчас находится в таких энергиях, когда открыты дороги, открыты пути, но еще нет самого движения. То есть человек просто знает, что путь открыт. Смотрим, естественно, по отношению к вам. Не просто, что у него там в жизни творится, но это и то, что его занимает. То, что ему как раз одна из важнейших тем, да, которая сейчас для него на повестке дня. Тема развития, именно вашего какого-то движения в ваших отношениях. Так, здесь очень интересная энергия. Пока человек понимает, по сути, что вы вместе создали бы действительно большее, что вы, когда встретились, встреча произошла не напрасно, что вам необходимо вместе двигаться по жизни. Так как высшими силами когда-то было предопределено именно то, что эти два человека будут каким-то образом проходить вместе уроки. Но он не решается, пока он вообще не в решительных каких-то таких энергиях, но четко понимает, вот как-то сердцем, душой, что вы не зря на его пути встретились. Но пока, знаете, как буквально переворачивает все движение в обратную сторону. Энергия есть, путь открыт, но он не движется в вашу сторону. А что ж такое? Тут что-то с прошлым связано. Выходило две карты. Он наотрез пытается. Смотрите, человек пока вообще отказывается принимать любое решение, потому что пребывает в иллюзиях по отношению к вам, по отношению к вашим каким-то. Вообще даже к вашим действиям. Возможно, он даже не понимает вас. Здесь я вижу, что чувствует себя человеком меньше, ниже вас. Что у него в прошлом там такое мешает? Тут вообще говорится о том, что как-то вы ему показали, кто он на самом деле. Он себя чувствует меньше, поэтому не решается. Не решается двигаться. Какие-то иллюзии разрушены насчет вас. Но он почувствовал себя глупцом. Какая-то ситуация могла быть, когда он, возможно, неправильно поступил. Угу. Давайте спрашивать, что он чувствует по отношению к вам. Жезловый король выходит. Ух ты! Здесь такие чувства, знаете, девочки, жезловый король, говорящий о том, что это и страсть, и человек, который будет бороться за вас. Семейная карта, десятка пентаклей, говорящая нам прежде всего о том, что здесь он чтит свои семейные традиции, в которых он находится, и для него вы важны прежде всего во многих ипостасях. То есть и как жезловая особа, да, которая может дать ему страсть, энергию. Он ищет себе именно девушку, такое чувство у него к вам сильное, я так скажу. Он понимает, что вместе вы сможете даже судьбу как-то поменять.
вот как-то противостоять действиям, к какому-то клану, каким-то традициям. Вы можете вместе противостоять. А что мешает вам быть вместе? Что мешает вам быть вместе? Ограничения. Ограничения. Здесь какие-то его движения в вашу сторону с чувствами сейчас как раз ограничены финансовой стороной. Здесь могут быть разные ситуации. Здесь может быть также ну, тут нехватка денег, да, какие-то моменты, когда его сдерживает семья, и ему нужно зарабатывать для семьи. Мама, отец, сестры, братья, дочь, сын, да, то есть тут такие энергии могут быть, там бывшая жена, если у вас, конечно же, не дай бог, не треугольник. Вот, то есть вот такие моменты. Но в вашу сторону он готов двигаться. Здесь человечек, который движется в вашу сторону с кубком. Но ограничения есть. И все это зациклено на деньгах. Именно деньги. Тут даже сразу нам сказали, что в чувствах у него к вам, будто бы он как-то благодаря вам может как-то судьбу свою повернуть в другую сторону и решить именно тот вопрос, который сейчас у него насущный. Это деньги. А каким образом? Стоп, вот это мне интересно. Пошел расклад не в ту сторону. А может и в ту, да? Почему это благодаря вам вопрос этот может решиться? Прям вот представляете, здесь карта колесо фортуны, да, но обратная карта, когда человек берет это колесо фортуны и влияет на судьбу сам. Здесь же говорится о том, что вы вместе с ним можете повлиять на эту судьбу. Вот такие чувства. В чувствах совсем не кубки. Ну, такой расчет, судьбоносность, страсть. Вот что в чувствах. Что это за момент? Я бы хотела, чтобы нам раскрыли такой финансовый. Чем это вы так ему? Вы императрица. Вы очень сильная девушка. Не более того. Вы очень сильная девушка. И вы можете его как-то вот просто показать вектор движения. А вы можете поднять его буквально до небес. Он так видит вас. Да, императрица отвернута сейчас, но посмотрите, какая энергия между вами. Между вами реально бесконечное движение такой энергии, которая привлекает вас друг к другу. Тут так. Что еще думаешь о ней? Мысли, чувства. Что ты хотел сказать нам этим? Что-то так принял какое-то решение, причем так, с чувствами. Да, смотрите, решение принято, сказал он сам себе, но смотрите, чувства он свои вам не показывает. Всю свою романтику он куда-то далеко вот в ящик задвинул и будет к вам идти с каким-то шансом для вас, каким-то предложением, причем предложение финансового характера. Ой, девочки, что это за мужчина такой? Что думаешь о ней? Он думает о вас, что вы его шанс. Он думает то, что благодаря вам он сможет, ну, я бы сказала, из пажей как-то вырасти, получить какой-то такой, знаете, толчок, движение, шанс земного какого-то счастья. Что это за шанс? Что ты думаешь о ней? Вы для него некий шанс, девушки. Некий шанс. Так, ну смотрите, я не знаю, девочки, мне показывают, что вы ведьма, и ему нужно вот именно с вами держать контакт. Ну, жрица мне об этом говорит. Здесь такой момент обхода вас, вот вокруг вас он будет ходить, кружиться. Восьмерка кубков, да, семерка мечей. Это человек хитрит, обыгрывает как-то свои ходы, прежде чем вам что-то сказать, написать, проявиться. Как-то вокруг да около, ну вот ходит вокруг вас и не говорит, не проявляет именно то истинное. Вот нам даже как-то четко не могут сформулировать
сейчас. Потому что у каждого ситуация по-разному, но что-то связано именно с тем, что в вашу сторону человек дышит не просто чувствами, не просто какой-то страстью. Здесь какой-то судьбоносный момент, вот будто бы вытолкнуть его и вас вместе по жизни идти на уровень выше. Вы будто бы оба человека, которые могут сотворить нечто большее. Нечто большее. А что это значит? Посмотрите, колесница, назад дороги нет, говорящая об этом. Иерофант. Вот, я знала, что выпадет иерофант, пока иерофант от, жрица и иерофант. Это два человека, знаете, как пара, конечно, мега. Иерофант отвернут сейчас, потому что какие-то моменты до сих пор для него не ясны. Что-то для него пока еще в иллюзиях. Помните, да, карта иллюзорности была? Пока он еще не понимает, та ли вы его судьба, правильно ли ему показали высшие силы. Такое ощущение, что человек какой-то знак получил от высших сил и сейчас проверяет сам себя, правильно ли он понял этот знак от высших сил, вы ли та его особенная. Интересно. Но это та девушка, с которой он по колеснице собирается двигаться по жизни. Но еще не решил, собирается как. То есть ему будто бы указали на вас, но конкретно пока еще не понимает, прав он или нет. Но решение какое-то уже принял. Решение по поводу попробовать, будто бы, знаете как, вот попробовать. Испытать вас как-то. Испытать вас может как-то, да. Ну что, ладно, смотрим дальше. Наша тема сегодня, что думаешь, да, о ней? Что думаешь о ней? Что думаешь, что чувствуешь? То, что пора ставить точку на том вашем общении, которое сейчас, и постараться, как бы не было сложно, сложные у вас отношения, вот что он думает, как бы не было сложно защитить территорию. Он думает о вас еще то, что вы каким-то образом взяли оборонительную позицию. Что у тебя к ней? Ну, видите как? В вашу сторону здесь движение интересное. Движение мысли, да, мы говорим сейчас о мысли. Здесь говорится о совместном творчестве, да, о совместном жизненном творчестве, ведущее к стабильности, радости и какой-то совместный путь. В общем, здесь в чувствах у человека вот некое такое пробуждение, что с этим, с вами, да, с этим человеком, с вами, то бишь можно создать большее, семью, например, да, но это так еще как минимум, то что-то большее. Вы будто бы соединяясь, вот два человека, даете этому миру что-то новое. То, что можно будет показать, и то, что людям нужно будет. А что это может быть? Будто бы вы докажете своим существованием, два человека соединяясь, что существованием этой пары, что вот именно так можно, теперь так можно, и вот как-то так за вами последуют другие люди. А как так можно? Что это такое? Здесь, кстати, по иерофанту может быть очень сильная разница в чем-то. Отвернутый иерофант показывает на то, что, по сути, это все он хотел бы перевернуть для себя. То есть отказаться от той разницы, которая вас разделяет. Эта разница вас будто бы разделяет. Разница в чем, вы знаете, да, девочки, разная разница бывает. Это и возраст, и религия, например, да. И вы будто бы эта пара, когда соединяясь, вы можете всему миру показать, что вот, а вот так можно. Что это такое? Девочки, отпишитесь, пожалуйста. Так, давайте заключительные какие-то слова для вас. Я бы хотела. Намерен ли ты что-то делать в ближайшее время? Да? Вот посмотрим, что намерен делать. Ой, солнышко нам показывает, да? Солнышко выпало. Давайте посмотрим. Выпадет еще раз, будем забирать, значит. Так, что намерен делать? Справедливость. Угу. Уже видит какое-то
просветление. Он понимает, что ситуация не настолько сложна, да, что можно как-то решить. Хотя вот по девятке мечей, конечно же, по действиям, ну я так скажу, он видит сейчас справедливым вообще не действовать никак. Вообще никак не действовать. В ближайшее время, девочки, действий я как таковых по его воплощению в жизнь вот того всего процесса, который был указан ранее, не вижу. Ну а вообще будешь как-то действовать в сторону этой девушки? Тройка мечей ему мешает. Конфликт. Еще и расстояние между вами. Тут такой конфликт, знаете, вот как раз тот конфликт интересов и в его голове, и между вами, может быть, и там, не знаю, семьи враждуют, и религии, все что. То есть вот в эту карту я сейчас вкладываю буквально все, и даже разницу. То есть это тот конфликт, который сейчас разделяет вас. Тройка мечей. Тут либо между вами что-то было, либо вообще он как-то боится к женщине прикоснуться, потому что в прошлом что-то было. Но тут пока нет. Пока какой-то процесс не завершится, он даже не смеет двигаться в вашу сторону. Что это за процесс? Посмотрим. Ага, ну тут расстояние все-таки пока не будет. Да, пока вы не, пока вы не воссоединитесь, девочки. Ну смотрите, здесь все интересно, конечно. Есть некое физическое расстояние между вами, которое мешает ему. Пока вы не перестанете быть иллюзией, пока он не выйдет из своей зоны комфорта. А знаете как? Тут вам подсказочка. Вот эта манящая девушка, да, которая манит, говорящий рог изобилия в руках ее, говорит о том, что у нее больше сейчас в ее руках больше, чем у него сейчас, ну, в том месте, где он находится, понимаете, что она может ему дать больше. Вот как-то так. Ведите себя вот именно так, что с вами ему будет хорошо. Ну, доказывать тут нечего, да, но вот именно как-то видом своим всем показывать, может быть. Совет вам еще хочу посмотреть. Совет. Но все равно, да, здесь пара. Здесь пара, здесь интересно, и тем более, будто бы вы заново начинаете. Тут перевернутая двойка кубков, говорящая нам о том, что... Так, секундочку. Говорящая о том, что особенно в этой колоде она интересна тем, что будто бы начать все сначала. Да? То есть там виден такой туз кубков, будто бы еще раз. Вот вспомни, как мы встретились. Он бы хотел, конечно же, этого... Так, давайте вам советы. Вам советы. Ну, пока что, ну, в его сторону я бы показывать только, какая вы страстная девушка. Советы. Прежде, знаете как, займитесь собой. Жезловая королева, она действует. Но смотрите, если действовать в его сторону как-то по-старому, да, по старинке, что-то здесь не то. Здесь разочарование, но есть надежда, что ваши какие-то новые действия, которые вы осознаете, приведут к более интересному результату. Потому что тут, по сути, королева та, которая действует. Каким образом действовать? Ей тогда в его сторону. Но опять энергию жезлов показывают. Смотрите, каким образом. Видеть в нем жезлового рыцаря. Человека, который умеет проявляться, это сексуальный такой мужчина, да, который готов сражаться за свою принцессу. Но смотрите, по советам я бы сказала, здесь будьте готовы к движению. Будьте готовы к движению какому-то. Так как король кубковый, здесь отвергнут. Здесь будто бы его как-то перевоплощение из кубкового. Посмотрите, мечевая королева. Так, тут предупреждающие карты. Будьте готовы все-таки как-то включать солнышко. Но у вас получится. Включать свою интуицию, вас показывали там жрицей, у вас получится. Потому что с его стороны будут какие-то уловки идти. Видите как? Он-то с кубком, но он отверт, будто бы за спиной какой-то у него хитрый ход. Здесь пятерка мечей не просто так. Здесь какой-то очень хитрый ход.
хитрый ход. Будьте, пожалуйста, осторожны. Да, вот королева мечей отвернутая. Здесь может показывать как ту женщину, которая, возможно, сейчас как-то вместе с ним и влияет на него. И мама, может быть, и сестра. Что-то из круга его семьи. Но также и вас может показывать как женщину, которая вот будьте, просто возьмите меч, да, и будьте наготове, держите наготове. Но у вас получится все. Тут по солнышку, здесь, по сути, очень хороший результат и прояснение какой-то ситуации. У вас получится прояснить какую-то ситуацию и решить этот вопрос, ну, в свою сторону. Вот так вот здесь говорят. Вот так вот. Девочки мои дорогие, я на этом хотела бы закончить. Я думаю, что нам будет интересно посмотреть другие грани мыслей, чувств, действий этого человека, вашего загаданного партнера в следующий раз. Я думаю, что на сегодня достаточно. Пишите, как отыгрывается, либо то, как отыгралась уже, да, эта ситуация в ваших жизнях. Я буду рада увидеть эти комментарии. Буду прощаться. С вами была ваша Юлия. Всего доброго. Пока-пока.